Меня зовут Эдуард Кичигин, и на своем YouTube-канале я показываю, как быстро, просто хорошо, круто рисовать различные образы, в том числе, например, фигуры человека. И это может быть или ландшафтная архитектура, или ну, все что угодно, но нарисованное быстро, симпатично, стильно, круто. И для этого есть ряд моментов, которые нужно проговорить. И, например, сегодня я проговариваю про материалы, перспективу и оптимизацию. Вот, смотрите, повторите вместе с этим видео, и все получится. И сперва, как обычно, про материалы, те, которые используете, те, которые я использую. Вы видите, это перо и тушь. И сейчас я использую перо, которое относится к японским перьям. Это перо зебра, его подвид Леонардо, если ничего не путаю. Я их покупал недавно в магазине Get Pen в Петербурге. Кто живет в Петербурге, то обратите внимание на этот магазин, он крутой и классный. И там есть разные переводы истории, которых я не могу найти. Он за этим, как за площадью Восстания. Ну, там во дворах, там такое странное место, и место тусовок, и место танцев. Ну, и вот тоже магазинчик там спрятался. В общем, там можно искать. И это не реклама, да. Вот, это один момент. Это перо, где я его покупал, и я использую сейчас странную смесь. У меня банка стоит чернил Винсор Ньютон, но это не чистый Винсор Ньютон, я в них налил гамму. Это немножко еретический подход, но просто у меня оставалось чуть-чуть вот этих чернил и чуть больше гаммы, и больше у меня под рукой просто ничего не было. Поэтому пришлось мне сделать такую странную штуку. Но все равно это плюс-минус кое-как работает. И вы видите, с чего я начинаю рисование фигуры. Я начинаю его с рисования торса и таза. И делаю это такими специфичными корявками. По сути, я описываю форму с помощью вот таких вот странных корявок. Может быть, кажется не очень симпатичных. Но я преследую два момента. Я хочу нарисовать сразу и тело, и впечатление одежды, и впечатление тела человека, и впечатление того, что я нарисовал одежду. Ну и на самом деле это получается неплохо. Потому что если я делаю не прямые линии, описывающие фигуру, а вот такие, как вы видите сейчас, корявочки, то это сильно похоже на складки. И по сути я сразу же рисую ту фигуру, которую хочу нарисовать. И эта фигура одета, да, плюс-минус, симпатично. Еще что я хотел бы сказать про одежду, это довольно такая сложная, непростая история. То есть одежду отдельно я не рисую. Как у меня происходит процесс? Я рисую тело человека. И в данном случае это тело девушки. И для того, чтобы создать впечатление одежды, я прохожусь по нему, описывая саму форму тела. Не прямыми линиями, которые подчеркивают, например, саму структуру тела, а вот такими вот корявочками, которые я частенько использую для рисования различных ландшафтных историй, там типа кустов, деревьев и прочего всего. И принося вот эту вот структуру, характерную для рисования типологии ландскейпа на типологию рисования человека, я получаю вот такой вот интересный и замечательный во всех отношениях эффект. Когда как будто бы я рисую складки на одежде, бамс, и создается такое впечатление. Это круто, быстро, удобно и хорошо. Используйте, и это очень хорошо работает. И также это хорошо сочетается с той техникой, которую я сейчас использую. Это размытие чернил. Чернил или туши. Я использую тушь, как вы знаете, уже смесь. Вот в этой баночке странная смесь, но все равно она поддается размытию. Я использую аквабраш, беру аквабраш, приношу ее туда на штрих, где я только что нарисовал. Там еще свежая вот эта вот тушь, и она размывается чистой водой. У меня в аквабраш налита чистая вода. Никаких смесей, никаких тонов, ничего не используется. Только тот тон, который уже есть на рисунке. Но так как я использую кисточку и не промываю ее после каждого прикосновения к рисунку, то на ней скапливается больше туши, чем, может быть, порой необходимо. Поэтому она зачастую дает такой более интенсивный штрих, интенсивное пятно, чем если бы я просто размывал то, что у меня на рисунке. Не знаю, насколько внятно это прозвучало, но надеюсь, вы поняли, о чем я говорил. Саму фигуру, как вы видели, уже я
рисую от той же идеи, с которой я постоянно проговариваю. То есть сначала я рисую позвоночник, потом рисую на него форму примерную, плюс-минус грудной клетки. Потом я рисую на этот же позвоночник форму примерную, плюс-минус таза. Если идти по такой схеме, то, в принципе, история вырастает максимально безболезненно. А потом я присоединяю к тем местам на тазе, например, куда крепятся кости, которые продолжаются в колени и в стопы. Сначала рисую вот эту вот историю по фрагментам, потом приношу туда само тело, ну, сами мышцы. И тоже так быстро, просто и совершенно не напрягаясь. Не заботьтесь о том, чтобы вырисовывать там какие-то моменты. И так как километраж и опытность, ну, такие достаточные, то примерно рука уже плюс-минус знает, где там завершать вот эту вот структуру. Если вы только начинаете работать с рисованием фигуры человека, то рекомендую немножко подолбать анатомию. Это супер полезно. Взять учебник и понять, какие там мышцы, и немножко порисовать отдельно эти мышцы. Вот, это очень полезно. Ну, можно брать мои видео и стараться врубиться в анатомию по ним. Ну, копируя то, что происходит на экране. То есть вы ставите видео, ставите на паузу и идете вместе со мной по шагам. Это тоже прекрасный метод научиться. И хорошо работает, если, например, там анатомия не сильно отработана, рисование контекста. Ну, например, в данном случае я нарисовал стул, на котором сидит девушка, и это уже немножко отвлекает взгляд зрителя от тех не очень, может быть, хороших анатомических ошибок, которые есть у меня на рисунке, и принося туда вот эту вот историю, там, например, я рисую стул, стол, там, картину, или цветок в вазе, я, по сути, гармонизирую всю картинку в целом. Если мне трудно, например, разобраться с анатомией, я могу дополнять это все какими-то другими левыми элементами и сделать акцент на тех моментах, которые я рисую лучше. Например, саму фигуру, саму анатомию просто гонять. Там 1 подход, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Например, сначала делаю упор на то, что в чем я силен, там рисование, ну, каких-нибудь архитектурных элементов или симпатичных элементов зелени, и добавляю туда фигуру по чуть-чуть, а потом больше смещаю акцент в то, что я тренирую на данный момент, то есть в рисовании фигуры. Как это выглядит практически? Берете листик и лучше те инструменты и материалы, которые я рекомендую. Смотрите по ссылке в закрепленном комментарии внизу видео, и там большой набор тех материалов, которые я использую. И вот, ну, чтобы двигаться в моей технике максимально комфортно, то, конечно, лучше использовать именно их. Берете прямо сейчас этот листик, бумажку и ставите видео на паузу и идете и повторяете. Повторять лучше, ну, попробуйте в разных масштабах и посмотреть, как вам комфортней. То есть почему-то многие начинают рисовать в очень небольшом масштабе, а вы попробуйте формат А3, и сколько там удовольствия и кайфа, чем ужиматься там в какие-нибудь скетчбуковские форматы и там форматы А4, ну, это просто странно. И когда студенты приходят ко мне на курс, первое, что я делаю, первое, что они получают, это альбом формата А3, для того, чтобы они перестали зажиматься на листе. И когда они перестают это делать, намного лучше все выглядит, просто намного. Ну, я не знаю, откуда произошла мода сейчас рисовать на маленьких огрызках, обрывках листочков. Ну, наверное, все думают, что такое фастфуд рисование это хорошо. Нет, это не очень хорошо. Тем более для обучения это не очень хорошо. Это просто лишний труд, лишние проблемы, которые вы приносите. А могли бы пройти более простым и симпатичным путем. Вот теперь смотрите. Вот мы прошли по этой истории, и вы видите детали, как размывается тушь, как работает вот этот штрих, как работает перо. Перо работает превосходно, намного лучше, чем линер там, и всякие другие странные истории. Это традиционная история. Это сильная, красивая, большая история. Это мои перья и чернила, то, что помогает мне. И это аквабраш. Вот показываю его поближе, чтобы вы опознали его, когда придете в магазин и выбрали себе хороший инструмент. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите внизу в описании к видео. Там можно купить мои работы на Сач Галере, и можно
научиться, ходя по плейлистам. Вы выбираете плейлист, включаете видеозапись, ставите на паузу и повторяете вместе со мной. И так делаете много раз. Подход решает. Получается, как будто бы я у вас прям личный преподаватель. Это хорошо работает. В общем, вот, меня зовут Эдуард Кичигин, и всем чао-чао, пока. Хорошей практики. Надеюсь, вас максимально зарядило это видео, и вот у меня тут подобраны всякие плейлисты, можно кликать на них, если вы не подписаны, конечно, подписываться, и пишите в комментариях, что вы думаете, как оно вам заходит, и практикуете ли вы. Всем чао-чао.